Фильм начинается в тюрьме Белл-Риф, где Брайан Дюрланд в комнате отдыха бросает мяч в точно установленной мишени. Он также использует свои навыки, чтобы отскочить мячом от стены и убить канарейку. После его отвлекает Аманда Уоллер, которая поручает ему задание. После этого Савант попадает в оперативную группу X, отряд самоубийц, вместе с Блэггардом, капитаном Бумерангом, Пронырой, Мангалом, Джавелин, ТДК и Харли Квинн. Во главе с Риком Флагом команда отправляется на остров Корто Мальтезе для выполнения задания. Прибыв на место, Проныра падает в воду и, видимо, тонет, поскольку не знал, что он не умеет плавать. Когда отряд добирается до суши, Блэггард выходит и рассказывает, что привел команду к наемникам, ожидающим их на пляже. За свои проблемы он получает удар по лицу. После Харли вступает в бой, а Бумеранг бросает свое фирменное оружие, чтобы отрубить несколько голов. У ТДК отваливаются руки, и он может использовать их как оружие, но неэффективное. Наемники наносят ответный удар и расстреливают ТДК и Джавелин. Вскоре Мангал пытается сбить вертолет, но тот разбивается, и она сгорает заживо. Бумеранга также пронзают деревяшкой, а затем разрубают лопастями вертолета. Харли и Флэг пропадают, а Савант пытается скрыться от хаоса. Хотя Уоллер предупреждает его, она взрывает взрывчатку в его затылке, в результате чего он взрывается. Затем она посылает вторую команду, чтобы закончить эту работу. После события переносится на 3 дня раньше. Аманда Уоллер отправляется вербовать Бладспорта, смертоносного наемника, который находится там за то, что уложил Супермена в реанимацию криптонитовой пулей. Ее рычаг давления на него – это дочь-подросток Бладспорта Тайла, которой грозит срок за кражу. Они громко спорят, и Тайл дает понять, что Бладспорт был плохим отцом. Он пытается всеми угрозами заставить Уоллер отпустить Тайлу, но она знает, что он подчинится независимо от этого. После того, как он сдается, она знакомит его с другими новобранцами: Кристофером Смитом, миротворцем, наемник-патриот, крысолов, обладающий способностью управлять крысами, и держащий рядом с собой Себастьяна, также король акул, подводный принц, которым по вкусу человеческое мясо, и Абнер, человек-горошек, человек с необычным генетическим расстройством, чья специальность – метать оружие в горошек. Уоллер информирует команду о ситуации в Корто Мальтезе. Вся страна была свергнута диктатором по имени Сильвио Луна и его правой рукой генералом Матео Суаресом, после того, как они казнили президентскую семью. Они все работают в исследовательском центре нацистской эпохи под названием Йотунхейм, где проводятся опасные эксперименты под кодовым названием «Проект Морская звезда». Отряду поручено найти доктора-мыслителя, поскольку он может привести их в Йотунхейм, и они смогут уничтожить все, что там происходит. Вскоре мы перескакиваем на объект, где Луна и Суарес наблюдают за своей работой, гигантским инопланетным существом морской звездой. Пока вторая команда пробирается через джунгли, они натыкаются на группу, которая, по их мнению, является наемниками в союзе с военными. Поэтому отряд убивает их, прежде чем они добираются до лагеря, где Флаг общается со своей знакомой Сол Сари, диссиденткой, чья команда «Борцы за свободу» пытается отбить Корто Мальтезе у Луны и Суареса. И, к сожалению, ее команда была той самой группой, которую отряд только что убил в начале фильма. Вскоре команда выходит из джунглей, когда замечает человека в горошек, светящегося разными цветами. Он объясняет, что его состояние возникло потому, что его мать работала в Star Labs и проводила эксперименты над ним и его братьями и сестрами, чтобы наделить их сверхспособностями. Его состояние заставляет его высасывать из себя точки, иначе он умрет, и он воспринимает всех своих врагов как свою мать, прежде чем покончить с ними. Прежде чем отправиться в Йотунхейм, Флэг настаивает на том, чтобы они вернули Харли в команду. В этот момент Харли была взята в плен людьми Луны, но он приводит ее в свою комнату, чтобы ухаживать за ней, поскольку в стране она считается символом антиамериканской анархии. Харли поначалу очарована им, и он даже просит ее выйти за него замуж. Однако, когда он раскрывает свой план по использованию всего, что находится в Йотунхейме, для уничтожения любого, кто угрожает своему режиму, даже если это означает убийство невинных людей. Это перечеркивает планы Харли, и она стреляет в Луну, в результате чего его люди захватывают и сажают ее в тюрьму. После этого отряд под руководством связного Сола Милтона отправляется в бар под названием Ла Гатида Амалбе, где они найдут мыслителя. По дороге туда Крысолов спрашивает кровопийцу, почему он боится крыс, ведь он всегда отшатывается от Себастьяна, хотя, по словам Клео, он видит в кровопийце добро. Дюбуа рассказывает, что отец однажды наказал его крысами, и это привлекло его к фобии.
Когда он спрашивает ее, почему ее тянет к крысам, она объясняет, что ее отец крысолов научил ее контролировать их и относиться к ним как к членам семьи. Но он был наркоманом и в конце концов умер от передозировки, когда она была еще ребенком. Вскоре Бладспорт и Крысолов обещают друг другу, что вытащат друг друга живыми. Вся команда добирается до бара, но Нанауэ приходится остаться позади, так как он будет слишком выделяться. Весь отряд пьет и танцует, пока не обнаруживает мыслителя. Они задерживают его, но военные приходят и обыскивают всех, так как знают, что там есть американцы. Бладспорт отправляет Крысолова на улицу с мыслителем, а сам Миротворец и Человек-горошек отправляются в дом. На дороге трое расправляются с бандитами и убивают водителя, прежде чем их фургон сбивают с дороги. Крысолов и Король Акул прибывают с мыслителем на буксире. Этим временем люди Суареса пытают Харли, требуют от нее информации, но она не сдается. Когда она остается наедине с охранником, она ломает ему шею ногами и наконец освобождается. Вскоре Харли продолжает отстреливать охранников Суареса, а затем достает клинки и копье Джавелина, чтобы пробить себе путь через охранников. В этот момент снаружи Флаг пытается повести отряд спасать Харли, пока она не появляется и не присоединяется к ним. Затем они вызывают мыслителя и приказывают ему доставить их в Йотунхейм. Наконец, оказавшись внутри, и после убийства Милтона, мыслитель приводит отряд к существу, которое он называет Старозавоевателем. Миротворец и Нанауэ устанавливает повсюду бомбы. Мыслитель сообщает отряду, что за экспериментами с участием Старо стоит американское правительство, которое тайно финансировало Корто Мальтезе на протяжении десятилетий. Старо также испускает маленькие морские звезды, которые прикрепляются к лицам людей и захватывают их тела как зомби, а по всему объекту разбросаны трупы других жертв Старо. Старо вырывается на свободу и хватает мыслителя, разрывая его на две части и разбрасывая по стене. Флаг пытается защитить жесткий диск с уликами против американского правительства, чтобы передать их прессе. Но Миротворец по приказу Уоллер нападает на него. В итоге они дерутся друг с другом, и Флэг почти задушил Миротворца до смерти. Но тот пронзил Флэга в сердце куском разбитой раковины. Крысолов становится свидетелем этого и забирает флешку, а Миротворец пытается ее убить. Тем временем Нанауэ находит маленьких рыбок, которые подражают ему, пока их аквариум не разбивается, и они начинают присасываться к нему, а Бладспорт, Харли и Человек-горошек пытаются выжить в разрушающемся здании. В итоге Бладспорту удается выжить, пролетев несколько этажей, прежде чем он приземляется и видит, как Миротворец готовится казнить Крысолова. Два наемника достают пистолеты и стреляют друг в друга, при этом пуля Бладспорта пробивает пулю Миротворца и попадает ему в горло, сбивая его с ног. В итоге Киншарк падает наружу, и в него стреляют люди Суареса, но он поднимается и откусывает голову одному из стрелков, после чего остальная часть отряда выбегает из здания, когда оттуда вырывается Старо. Он выпускает еще больше морских звезд, которые убивают Суареса и его людей, а затем прокладывает себе путь в город. Уоллер объявляет миссию законченной, так как улики уничтожены, но выжившие члены отряда хотят спасти еще и город. В то же время Соло и ее команда казняют оставшихся членов режима, чтобы устроить переворот и вернуть свою страну. Бладспорт начинает стрелять в Старо, в то время как Король Акул набрасывается на пришельца и начинает его кусать. Человек-горошек видит, что Старо его мать, и пускает в ход свои точки, чтобы поджечь ногу Старо, но пришелец давит его. В итоге крысоловка пытается использовать свой маяк, чтобы призвать крыс, но Бладспорт отталкивает ее с дороги, пока ее не убили. Затем она использует маячок и призывает практически всех крыс в городе, чтобы они расправились с зараженными жителями и начали уничтожать Старо. Затем Харли бьет копьем в глаз Старо и пробивает его, после чего крысы пробиваются внутрь и уничтожают Старо изнутри, окончательно убивая его и спасая город. В итоге героические действия отряда транслируются в новостях, и Тайла признает своего отца героем. После Бладспорт связывается с Соулер и приказывает ей отпустить команду и Тайлу на свободу, иначе они передадут улики из лаборатории в прессу. Она неохотно соглашается и вызывает вертолет, чтобы доставить их домой. В финале фильма, пока команда отдыхает, Себастьян заползает на ногу Бладспорта, и тот начинает гладить крысу. Также есть сцена среди титров. Там показывается, как Проныра оказывается жив и начинает бродить по джунглям Корто Мальтезе. А в сцене после титров подчиненный Уоллера Джон Экономоса и Эмилию Хардкорт приводят в комнату, где они узнают, что Миротворец все еще жив, потому что он нужен Уоллеру, как выразилась Хардкорт, чтобы спасти этот чертов мир.
И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии, как вам вторая часть отряда самоубийц. Советую вам посмотреть эти видео и пожелаю вам хорошего дня.